Значит, смотрите, мы с вами провязали уже и 8, скажем так, тоже. Ой, не 8, где он? Вот он, вот он, вот он, вот он. Так, вот. Все развороты у нас закончились. Что мы делаем с вами дальше? Дальше, теперь, когда мы будем провязывать с вами лицевой ряд, мы будем делать прибавки в каждом лицевом возле наших перед и за регланной линии. Перед и за регланной линии. В изнаночный ряд мы вяжем по узору. Не забываем, что у нас вот есть еще планка, которую мы вяжем с вами, продолжаем вязать с вами жемчужным узором. Следующее, что, значит, саму регланную линию я буду вязать 13 сантиметров. Мерить я буду по первой, которая впереди, не по спиночке, так как спиночка длиннее из-за того, что мы с вами вывязывали росточек. Наш росточек составил примерно 2 сантиметра. Это не считая нашей горловиночки. Это будет удобно вашему малышу, потому что все мы имеем, скажем так, анатомическую спину, да, она у нас неровная, ну, неровная в плане не идеально ровная, как линейка, имеет свои изгибы и шейка, да. Вот сейчас попробую зарисовать. Вот идет наша голова, вот так вот шея и потом вот так вот спиночка. У кого-то здесь глубже, у кого-то здесь больше выпирает. Но примерно плюс-минус у ребеночка это может быть от сантиметра до 2. Вы можете это сделать и азиатским ростком, да, скажем так, подогнать эту ситуацию. Могу, если кто знает, что это такое, вывязывает, ему удобнее азиатским ростком, продолжайте. Значит, вы просто вяжете, после того, как сформировали вашу горловинку, да, вы развешиваете маркеры, выделяете ваши планочки, развешиваете маркеры, выделяете ваши регланные линии и делаете прибавки в каждом лицевом без вот этих обратно-поворотных рядов, да, скажем так, без укороченных рядов, я имею в виду. Вяжете на необходимую вам длину, в моем случае это будет 13 сантиметров. Вот, и после этого разделяете ваше вязание наперед и спиночку вывязываете там до 2 сантиметров просто спиночку, и после чего соединяете в круг ваше вязание. Это те, кто будет вязать азиатским ростком. Кто вяжет так, как я, продолжаем, скажем так, как я. Не забываем, что мы формируем еще наши петли, да? Не забываем обязательно про петелечки для пуговичек. Через какое расстояние вы будете это делать, каждый решает сам для себя, как ему удобно. Чтобы они были очень часто, или чтобы они были пореже, или какой, регламент расположения петель, вы решаете самостоятельно. Я же, когда вывяжу, обязательно с вами поделюсь этой информацией, какой у меня он получился. Вяжете планочку, вывязываете лицевую гладь с изнаночной на изнаночную. Не забываем делать в лицевом ряду прибавки. Если кому эти прибавки слишком частые, вы можете их отрегулировать там через 2 ряда, через 3 ряда. Но опять же, прибавочки делаем только в лицевом ряду. Это будет и красиво, и удобно, и вы не собьетесь. Кому маркеры мешают, и он видит так, снимайте, не пользуйтесь ими. И удачи вам в вывязывании. В общем, встретимся с вами, когда я уже провяжу необходимую высоту регланной линии. И расскажу, что делать будем дальше. Итак, дорогие друзья, провязала я сейчас 13 сантиметров регланной линии. Вот, замерила, получается, от этой точки до этой точки. И что мы будем делать с вами дальше? Дальше мы будем с вами оформлять наши подрезы. Или формировать. Вот. Нам нужно сейчас с вами провязать до вот этого маркера. До маркера, который отделяет наш рукавчик. Провязывайте. Итак, провязали мы с вами первую полочку переднюю, да? Снимаем маркер. Смотрите, первый маркер, который перед регланной линией, я оставлю, потому что здесь мы, получается, где у нас будут подрезы, будем формировать с вами узор такой же, как и на планочке.
точно такой же, путанкой жемчужной. Так, что мы делаем с нашим рукавом? Рукав нам нужно снять, закрыть петли на дополнительную нитку. Берем с вами дополнительную нить любого цвета контрастного, который бы вам, скажем так, был виден. Вот у меня есть бамбуковая ниточка черненькая. Вот, буду закрывать на черную. Провязываем с вами первую петлю рукава, вторую петлю рукава и вторую протягиваем через первую. Дальше провязываем следующую петлю и протягиваем следующую и протягиваем. И так вот мы с вами закрываем, получается, петли нашего рукава на дополнительную нить. Вы это делаете до первого маркера, до регланной линии, до первого маркера закрываете. И дальше я включусь. Итак, довязали мы с вами до маркера, который выделяет нашу регланную линию. Закрываем петелечку вот так и оставляем наш рукавчик в покое. По крайней мере до того момента, пока мы не свяжем тушку. Снимаем этот маркер. Второй, я уже говорила, мы не снимаем, потому что мы будем формировать боковой узор. Да, я хочу, чтобы это были петли подреза и также линии реглана, чтобы в нем участвовали. Дальше нам нужно набрать петли подреза. В моем случае это будет 3 петелечки. Значит, 3 у меня останется регланных линий. Вот, 3 петелечки я хочу добрать. Как мы это делаем? Смотрите. 1, 2, 3. Все, добрали мы с вами петли подреза и продолжаем вязать лицевой гладью. Обязательно здесь подтяните нитку. Перебрасываем наш маркер и провязываем нашу спинку ровно до второго маркера. Первый мы не снимаем, просто переснимаем, провязываем эти 3 петелечки и останавливаемся вот здесь. Итак, смотрите, довязала я до петель нашего рукава, снимаю маркер, видите, который регланную линию выделял. Один мы оставляем, а вот этот второй снимаем, убираем в сторону, берем дополнительную нить и точно так же, как с первым рукавом, мы закрываем петли на дополнительную нить. Могу повторить, показать. И вот так вот. Сейчас где-то тут хвостик убежал. Убежал наш хвостик. Все, вот так вот закрываете аж до вот этого вот места, до вот этого маркера. Маркер снимаете и провязываете до конца. Встретимся в изнаночном ряду. Итак, пересняли мы петли рукава на дополнительную нить второго уже рукава и начинаем формировать наши подрезы. Снимаем маркер. Формируем подрезы. Помним, да, в первом случае мы добавили 3 петелечки, и сейчас мы делаем то же самое. 1, 2, 3. Сформировали наш подрез, взяли наше вязание и соединили его, провязав первую петлю. Переснимаем маркер. Маркер, я уже говорила, нам нужен для того, чтобы мы здесь сформировали жемчужный узор.
и дальше вязали жемчужным узором эти две полосы, которые находятся вот от регланных линий, подрезы, регланные линии. Так мы с вами вяжем до конца ряда. Встретимся в изнаночном ряду. Провязали мы с вами полностью этот ряд. Вот, сформировали наши подрезы, пересняли рукава на дополнительную нить, вернее закрыли, да, с помощью дополнительной нити наши рукава. И начинаем вязать изнаночную сторону. Значит, изнаночную сторону мы вяжем по узору ровно до белого маркера, ну, до маркера, который выделяет наши вот эти вот как бы подрезы с регланными линиями, бывшими уже регланными линиями. Довязали мы с вами до вот этих боковых петель. Значит, с изнаночной стороны мы сейчас провяжем их все полностью изнаночными, для того, чтобы у нас потом было красиво сформирован подрез. И только в следующем ряду начнем формировать узор. Значит, вот эту петлю, которая была у нас накидом, да, нам нужно ее провязать изнаночной. Вы можете ее вязать вот так вот, как бы, да, зайти с внутренней стороны. Я думаю, что даже это будет красивее смотреться. Честно скажу, первый ряд, он всегда вот этот сложный. Особенно вязать его под камеру крайне неудобно. Но оно того стоит. Как бы вы будете видеть, как лучше это сделать. Сейчас, секундочку. Возможно, было бы лучше вязать классической изнаночной, но, честно говоря, для меня классическая эта петля очень сложная. Поэтому так, провязали. Значит, смотрите, видите, у нас сформировались вот такие вот небольшие петли, благодаря которым мы потом подхватим и продолжим вязать наш рукав. Вот, а если бы мы сразу начали вывязывать жемчужный узор, было бы немножечко неудобно потом формировать наш рукавчик. Значит, вы продолжаете вязать по узору, и второй рукав точно так же провязывать, вернее, вот подрез этого рукава второго, да. И встретимся с вами уже в лицевом ряду, вот в этих вот местах подреза, где мы просто сформируем с вами жемчужный узор. Итак, довязали мы с вами до формирование нашего узора по боковым сторонам. Что значит мы делаем? Мы вяжем изнаночную, лицевую, изнаночную. Все точно так же, как мы вывязывали в нашей планочке. Вывязываем, вернее. Итак, у нас получается, что 9 петель будет занимать вот этот вот жемчужный узор по бокам. Если кто-то видит, что и для него это много, и он хочет 8, пожалуйста, переместите маркеры и сделайте 8. Кому-то нужно всего 6, вы можете сделать то же самое. Я вот смотрю, что сейчас я бы с удовольствием, наверное, сделала 8. Так что, скорее всего, я поменяю местами маркеры. Переброшу вот так вот. Здесь тоже поменяю сейчас и сделаю, оставлю 8 петелечек. Да, 8 будет красивее смотреться. И вот так вот себе продолжаете. Значит, что делаем дальше? Точно так же делаем со вторым рукавчиком, вернее, когда боковой частью со второй. И дальше вяжете обратно поворотными рядами ровно до вот этого момента. Вот, до вот этого. Сколько у вас здесь будет сантиметров, вы посмотрите. Я думаю, что я буду вязать где-то 33-36. Я еще посмотрю, потому что, в принципе, я хочу, чтобы туловище, да,
у меня было 40 сантиметров. Ну, я в процессе посмотрю, как только провяжу, обязательно с вами поделюсь этой информацией. Значит, дальше вы продолжаете самостоятельно, вывязываете длину вашего туловища, без всяких убавок-прибавок. Не забывайте формировать петли, вешать маркеры места пришивания пуговиц, если кому это облегчит, скажем так, работу в дальнейшем. И встретимся с вами уже, когда я свяжу туловище данного комбинезона. Довязала я до необходимой мне высоты. Значит, посмотрим, сколько это у меня получилось. Замеряем в спокойном состоянии. Так, итого где-то 35 сантиметров высоту я связала. Вот эту вот часть получается вот от сих до сих 35 сантиметров. 35, но так как хлопок имеет свойство еще немножко потянуться, значит будет где-то 36. Значит, что мы делаем с вами дальше? Дальше нам нужно объединить вместе вот эту нашу планочку с одной спицы на другую, связать ее как бы в одну. Как мы это будем делать, я вам сейчас покажу. Как я буду объединять наши планочки? Смотрите, там, где мы формировали петли для наших пуговиц, эта планочка должна находиться сверху, на той планочкой, где мы будем пришивать наши пуговки. Пересняли нашу планочку, которая будет под низом, на которой пуговицы, на дополнительную спицу. Эта же планка, которая с петлями, должна быть сверху на своей спице. Смотрим, что мы делаем дальше. Мне для удобства я беру еще одну спицу и поступаю следующим образом. Я, получается, эти петли двух планок буду переснимать на одну спицу, для того, чтобы мне было гораздо удобнее их провязывать вместе, чтобы не получилось никаких ненужных мне отверстий. Кто может, провязывайте, пожалуйста, с двух спиц, ни в чем себе не отказывайте. Вот я же решила, что для меня будет лучше так. Итак, пересняли. Отложили мы спицу в сторону. И теперь с этой дополнительной спицы мы должны провязать наши две планочки вместе. Скажем так, сшить их, да. Будем это делать, провязывать лицевой гладью. Просто вот две петельки вместе взяли и провязали. Провязали две вместе, потом вторые две петельки вместе, провязали лицевой, третья. Смотрим, да, чтобы еще это красиво у нас получилось. Если нужно, петли развернули. Еще раз нужно будет развернуть. Нет, все здесь нормально. И последние две петелечки тоже вместе провязали. Вот так получилось, мы соединили с вами наши две планки. Итак, дальше мы провязываем наше изделие, наш комбинезон, да, по кругу. Итак, вяжем мы с вами 2 ряда. Да, не забудьте, пожалуйста, отметить начало-конец ряда, начало-конец вязания нашего. Вот здесь маркером пометили. И дальше продолжайте вязать лицевыми, кроме наших боковых частей, да, где мы сохраняем наш узор жемчужный с одной стороны и с другой стороны. Самостоятельно провязывайте так 2 рядочка. Итак, дорогие друзья, провязали мы с вами 2 рядочка. Вот, а теперь наша задача выделить центральные по 2 петли центральные спереди и со спиночки. Для этого вам в помощь боковые маркеры. Отсчитываете ровно половину, выделяете 2 петли, и с этой стороны до следующего маркера у вас должно быть такое же количество, как и с этой. Да? Если, допустим, это у вас 40 петель, вы делите их на 2, это получается 20 и 20, значит 19
маркер вешаем, и остается 2 петли отмечаем, и остается еще 19. Так, вот так. Только я почему-то здесь одну выделила. Сейчас мы его переместим. Так, вот. Нужно выделить по 2 петли. Таким же способом вы выделяете со спиночки, на спиночке тоже 2 центральные петли. Что делаем дальше? Дальше мы начинаем вывязывать нашу ластовицу. Давайте я сейчас пересчитаю, правильно ли я разделила, и вернусь к вам. Так, разделила я все верно. Вот. Что мы делаем с вами дальше? Нам нужно будет делать прибавки через ряд внутри маркеров. Значит, смотрите, пересняли мы с вами маркер. Это мы сейчас провязываем переднюю часть, да, как видите. Вот, вы можете делать прибавки из протяжки, но тогда у вас сформируется вот такая вот, как волна, да, немножечко. Вот, видите, вот такая вот волна немножко будет. Будет ли это красиво смотреться в нижней части, я не думаю. Значит, что мы делаем? Мы берем нижнюю петелечку, вот. Ой, нету вот эту, извините. Взяли нижнюю петлю и провязали лицевой. Провязали наши с вами 2 петли. Взяли снова нижнюю петлю, вот так вот, подняли и сделали нашу прибавку. Вот, теперь у нас было 2, получилось 4, да? Перебрасываем наш маркер и вяжем дальше по кругу, ровно до спиночки, где у нас маркеры на спиночке. Делаем таким же способом прибавки. Итак, нужно провязать всего 8 таких рядов, делая прибавки через ряд. Значит, в первом мы сделали с вами, да, ряду прибавку, делаем в третьем, в пятом и в седьмом. И 8 ряд мы провязываем без прибавок. Не забываем делать и спереди, и со спиночки. И не забываем, что вот эти боковые наши полосы, да, мы вяжем совершенно другим узором, жемчужным. Все, встретимся с вами, когда вывяжем нашу с вами ластовицу. Еще один ряд я с вами провяжу, скажем так, закрепим наши прибавки, увидим, еще раз посмотрим, как мы делаем, да, это предпоследний ряд, уже видите, что получается. Значит, поднимаем петелечку, провязываем лицевую сразу за маркером. Провязали, и теперь вот так же поднимаем петелечку, вот видно, да, и провязываем лицевую, переснимаем маркер и вяжем дальше. Точно так же делаем на спиночке. Итак, закончили мы прибавки в нашем месте, где у нас ластовица, да, вывязывая ластовицу. Что мы делаем дальше? Мы берем дополнительную нить и петли ластовицы с передней части, где у нас перед, да, закрываем с помощью на дополнительную нить спицами. Как я это делаю, вот вы можете сейчас увидеть. Рекомендую взять, конечно, ниточку посветлее, чтобы вам было удобнее. Вот там же, конечно, смотрите сами. И вот таким вот способом закрываете ваши петельки. Закрыли все петли нашей ластовицы. Снимаем второй маркер и закрываем нашу петелечку. Подтягиваем. Сильно не затягивайте, чтобы вам потом было удобно. Дальше что мы делаем? Нужно нам теперь закрыть петли ножки, да, второй ножки, до вот этого маркера, который показывает нам, что ластовица, как бы, да, вторая со стороны спинки. Вот так вот закрываем, но уже на другую нить.
Ну, можете взять того же цвета, разницы это не имеет никакой. Взяли дополнительную нить и начинаем точно так же закрывать петли до начала следующей ластовицы, следующего как бы кусочка, да, со стороны спинки. Итак, заканчиваем мы переносить петли штанинки. Все, провязали. Довязали мы до маркера, который выделял нашу ластовицу. Обрезаем ниточку. Ой. Закрываем петельку. Затягиваем, но не сильно. И что нам нужно сделать следующее, это закрыть петли ластовицы со стороны спины. Делайте все то же самое. Берете новую ниточку, закрываете, и дальше я включусь. Итак, теперь я буду вывязывать одну штанинку, но для этого я решила сменить спицы на полразмера больше. Так, у меня троечка. Вот, и я сейчас перейду на спицы 3,5 укороченные. Вот такие вот у меня есть укороченные спицы. Значит, что я делаю? Я подтягиваю нашу ниточку вот так вот, да, и начинаю вывязывать лицевой гладью по кругу. Так, смотрим, что все было правильно. Затяните потуже, вяжите по кругу. Если хотите, отметьте маркером начало-конец ряда. Вяжите 4 рядочка самостоятельно. Значит, решила я вязать на чулочных носочных спицах. Мне так будет удобней. Номер спиц решила не менять, оставила 3. Провязала я 4 рядочка по кругу лицевой гладью, и сейчас я покажу, как мы будем с вами делать убавки. Я же буду делать убавки в каждом 5-м ряду. Вы смотрите, сколько вам нужно. Значит, первая убавочка у меня должна быть с наклоном влево. Для этого мне нужно развернуть мои петли и провязать 2 петелечки вот так вместе, чтобы они вот как были развернутые, и дальше вязать по кругу до последних 2 петель, до маркера. Итак, довязали мы до 2 последних петель возле маркера, да, конец ряда, и провязываем 2 петли вместе с наклоном вправо, вот так вот, чтобы петелечка была вот не перекрещенная, не скрещенная. Перебрасываем маркер и дальше точно так же вяжем 4 ряда по кругу без убавлений, и в 5-м ряду делаем убавки. Я буду делать в каждом 5-м, вы смотрите сами, как вам удобно. Если вдруг я решу в процессе, что я буду делать реже или чаще убавки, я обязательно вам скажу после того, как вывяжу нашу ножку. Дальше продолжайте самостоятельно на необходимую высоту. В моем же случае это будет 17 сантиметров у меня вот от линии, скажем так, вот внутренней, где наша ластовица, да, я буду замерять 17 сантиметров. Все, всем удачи, встретимся после вывязывания одной ножки. Итак, дорогие мои зрители, смотрите, значит, я провязала уже одну штанишку, вот, и закрыла ее иглой. Как это я делала, сейчас я вам все обязательно покажу. И вот у меня уже провязанная вторая штанинка. Значит, после того, как вы провязали на необходимую вам высоту лицевой гладью вашей штанишки, да, нужно поменять спицы на меньшего размера. В моем случае с тройки я поменяла на 2,5. Помните, я сначала сомневалась перейти на 3,5,
круговые, не круговые. В общем, я остановилась на тройке чулочных спицах, да, пересняла все петли штанишки на 3 и вязала, скажем так, как носочными спицами. Провязав необходимую высоту, какие я делала сокращения вот здесь, вот в этой части, какие делала сокращения. Значит, высоту я провязала лицевой гладью 46 рядов. Делала сокращение по 2 петли в 5 ряду, в 10 ряду, в 15 ряду, в 19 ряду, в 24 ряду, в 28, в 32, 36, 40, 44. И предпоследний ряд я сократила еще одну петлю для того, чтобы у меня было четное количество петель для вывязывания резинки 1 на 1. В итоге, после всех сокращений с 57 петель у меня получилось 36 петель на резинке. Поменяла спицы, номер 2,5 взяла и начала вывязывать резинку 1 на 1. Как ее вязать, я вам сейчас покажу. Так, сфокусируем наше вязание. Вот, концентрируется на заднюю запись. Итак, резинку я практически уже провязала. Сейчас покажу просто некоторые нюансы. Значит, обязательно отметили начало-конец ряда маркером. Вот. И вяжем резинку так. Вязала я резинку 17 рядов. Вот сейчас провязываю последний 17 ряд. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Если вдруг вы заметили, что резинка у вас начинает косить, такое у резинки 1 на 1 связанной по кругу, к сожалению, бывает. Значит, как я спасаюсь в такой ситуации? Я сейчас покажу вам одно изделие. На него я тоже, кстати, пишу видео. Вот здесь резинка. Я была уверена, что она у меня, как бы, знаете, где-то в 3 ряду я увидела, что начинает как немножко косить в сторону. Но для этого есть прекрасный метод. Это вы вяжете, допустим, 2 ряда бабушкиными петлями и 1 ряд классическими. И дальше так продолжаете. Это, честно говоря, очень сильно выручает в вывязывании такой резинки, когда вы вяжете ее по кругу. Итак, возвращаемся к нашей штанинке и вяжем последний ряд резинки. Итак, закончили мы с вами вывязывать резинку. Повторюсь, это у меня составилось 17 рядов резиночки. Так, отмечаю, что я провязала 17 рядов. И сейчас нам нужно с вами провязать 2 ряда полой резинки. Значит, как мы вяжем первый ряд? Лицевую мы снимаем, изнаночную провязываем. Лицевую снимаем нить за работой, изнаночную провязываем. Лицевую снимаем нить за работой, изнаночную провязываем. Лицевую снимаем нить за работой, изнаночную провязываем. И так вяжете до маркера, до конца ряда. Итак, закончили мы с вами провязывать первый ряд полой резинки, и второй вяжем следующим образом. Теперь лицевую мы с вами провязываем, нить перед работой, изнаночную снимаем. Лицевую провязываем, нить перед работой, изнаночную снимаем. Лицевую провязываем, нить перед работой, изнаночную снимаем. Ой, секундочку, расслоилась ниточка, такое бывает. Так, лицевую провязываем, нить перед работой, изнаночную снимаем. И так вяжем до маркера, до конца ряда. Значит, довязали мы с вами второй ряд полой резинки. И теперь что мы делаем дальше? Мы отмеряем с вами ниточку примерно в 4-4,5 раза того, скажем так, радиуса, размера, да, который нам нужно закрыть петли. Вот, как я это делаю, да? Ну вот, допустим, это
одна сторона, да, значит, это один раз, это 2, и вот мои 4, да. Все, отмерили мы с вами нужный размер нити, обрезаем ее от основного клубка и берем нашу большую иголку с большим ушком, заселяем ниточку, и я покажу, как я буду закрывать край, скажем так, закрывать наши петли. Заселили нашу ниточку, снимаем маркер, нам он на данном этапе не понадобится уже, и смотрим. Значит, здесь нужно просто быть внимательным. Смотрите, лицевые, видите, они должны быть как вот правая стенка, она сверху спицы, а изнаночные, правая стенка, она снизу спицы, за спицей, да, как бы. Лицевая сверху, как лежит на ней, а изнаночная правая стеночка, она за. Ну, в принципе, ничего сложного. Кто умеет так закрывать, закрывайте. Кто-то, может быть, знает другой эластичный способ, пожалуйста. У меня на канале есть несколько способов, там в разных изделиях, особенно в детской кофте, там совершенно другой способ. Результат тоже получается хороший, но здесь я решила, так как здесь нитка гладкая, закрыть именно иглой. В махере, конечно, это делать сложнее, потому что пушок очень сильно путается. Это я сейчас говорю о детской кофте. Значит, как мы сшиваем лицевые? Сначала мы вводим вовнутрь, потом находим лицевую и заводим иглу и выводим ее изнутри. Подтягиваем ниточку. Может быть, такая слишком длинная и не нужна, но я знаю точно, что когда ее не хватит, очень неприятно. Вот, смотрите, теперь у нас изнаночная, да, петля. Мы заводим иглу вот изнутри. И с обратной стороны выводим вовнутрь. Подтягивайте. Снова лицевая, да, смотрите, вовнутрь, изнутри. Затягиваем. Зацепилась. Ну, когда делается на круговых спицах, конечно, удобнее на более таком масштабном, да, изделии. Так, теперь у нас изнаночная, снова, которая, да, первая изнутри, а сзади вовнутрь. Смотрите, чтобы не зацепить расслаивающиеся ниточки. Подтягивайте. И снова у нас лицевая изнутри, ой, вовнутрь, извините, и изнутри. Снова петелечка. Подтягиваем нашу ниточку аккуратненько. Здесь торопиться не нужно. Так, изнутри изнаночную, первую, да, а вторую вот через петельку вовнутрь. Спица мешает. Вот вовнутрь. Подтягиваем. Так. Сейчас эти две спицы я перенесу. Ой, две спицы, две петли. Так, убираем, чтобы было легче. Так, и еще раз я покажу. Лицевая, да, мы, получается, заводим иглу вовнутрь. И вот вторая лицевая изнутри.
подтянули. Изнаночная изнутри и вовнутрь. Вот так. И вот так мы продолжаем до конца ряда. Последние петли как закрывать? Вы, получается, смотрите, вот здесь лицевая будет изнутри, и вот здесь лицевая, вы видите иглу вовнутрь. И с изнаночной точно так же. Это и найдете через, да, лицевую изнаночную. Точно так же закрываете, прячете вашу ниточку. И у нас с вами получается вот такой красивый. Видите, достаточно он вообще. Это считайте еще нет ни ВТО, ничего. Достаточно очень классный ряд. Ну, как закрытие петель наших. Точно так же мы закроем и петли рукава вот таким же способом, и я думаю, что вашему ребеночку будет очень удобно с таким вот краем, не будет растягиваться. Детки, мы знаем, очень любят ручки в рот брать, все время эта часть достаточно, она как бы контактирует с разными внешними факторами. Вот, ну, я думаю, что этот способ, он просто замечательный будет для вашего малыша. Все, кто понял, продолжайте. Кто не понял, пишите комментарии. Если нужно, я сниму отдельно мастер-класс на большом расстоянии. Это закрытие. Вот. И продолжайте дальше самостоятельно. Включусь, когда будем уже с вами сшивать нашу ластовицу. Начинаем сшивать нашу ластовицу. Для того, чтобы это сделать, нам нужно снять со вспомогательной нити на спицы, перенести наши петли. Перенесли. Поднять петли, которые идут у нас от ножек. Подняли. Оставили мы, когда, да, обязательно оставьте ниточку небольшую, ну, примерно вот такую, да. Когда вы будете вывязывать вторую ножку, да, будете присоединять клубочек к вашему вязанию, оставьте обязательно хвостик для сшивания ластовицы. Этот момент я, к сожалению, упустила, не сказала, но вот сейчас исправляюсь, скажем так. И начинаем наше сшивание. Так, как бы так, чтобы было вам хорошо видно. Значит, вводим спицу, вернее, иглу от себя и снимаем нашу петелечку к себе. Ой, нет, извините, к себе. На первой же спице. Подтянули. Со второй спицы к себе сняли петлю, от себя не снимаем петлю, протягиваем ниточку, подтянули. Снова от себя на первой спице сняли петельку, к себе на первой же спице протянули ниточку, подтянули. Снова к себе сняли петельку, от себя не снимаем петельку, подтянули. И давайте я еще раз покажу. От себя сняли петельку, к себе не снимаем петельку, подтягиваем ниточку. Теперь снова к себе сняли петельку, от себя не снимаем петельку. И так до тех пор, пока у вас не останется петель на спице. Закрепите ниточку и приступим к вывязыванию наших рукавчиков. Итак, вот что у нас получается после того, как мы с вами сшили нашу ластовицу. Вот такая вот она выходит. Сшили мы нашу с вами ластовицу и приступаем к вывязыванию наших рукавчиков. Что нам для этого нужно? Я вяжу их так же, как и штанишки, на чулочных спицах номер 3. Собрали петельки, которые были закрыты дополнительной ниточкой. Их у нас было 40. Подняли петли наших подрезов. Их у меня оказалось, скажем так, вот с этими боковыми, да, которые я подняла, оказалось 10.
были петли подреза, я уже не помню сколько, я их набирала, по 3 петли, да, и подняла еще дополнительно, чтобы не было дырочек, петелечки, итого получилось 10. Всего получилось петелек на рукавах у нас 50. Что мы делаем дальше? Дальше мы провязываем 4, сейчас я скажу точно, подождите, на спицах номер 3, да, правильно, 4 ряда просто по кругу лицевой гладью, и делаем вот такие вот убавочки, вот, видно, да, их, я думаю, хорошо их видно, где я их делала, но если кому нужно, я озвучу в каких рядах. Значит, в 5-м ряду я делала 2 убавочки с одной стороны, вот, и с другой стороны. В 10-м ряду, в 15-м, 20-м, 25-м, 30-м и 45-м рядах. Сделав эти убавки с 50 петель, у нас на резинку получилось, осталось, сейчас я скажу, секундочку, 32 петли. После чего мы убрали спицы троечку, перенесли наше вязание на 2,5 размер и начали вывязывать нашу резиночку 1 на 1. Значит, если у кого, кто видит, что резиночка начинает косить, я рекомендую пару рядов там провязали бабушкиным, да, там бабушкиными петлями, один рядочек классическими, пару бабушкиными, там один рядочек классическими, и тогда резиночка получается ровненькая, ничто нигде не косит, все хорошо. Это, ну, мне так нравится, как бы вы смотрите, подойдет вам такое или нет. Провязали резинку 17 рядов, после чего вы провязали еще, провязываете еще 2 рядочка полой резиночкой. Как это делать, я показывала на штанишках. Точно так же вывязываем манжет и точно так же закрываем иглой наш манжет рукава. В принципе, на этом все. После чего, когда вы все уже свяжете, я свяжу тоже, пришиваем пуговки. Пришьем наши пуговки согласно нашим отверстиям, пришьем, постираем наши изделия, высушим, и только после этого начинаем прятать хвостики. Я вам рекомендую делать так. Честно говоря, сколько я пробую, мне так нравится больше всего. Пряжа, она, скажем так, где-то распушилась, где-то набрала объема, где-то подвытянулась. И эти хвостики, они, скажем так, можно их эластично, красивенько спрятать, гораздо удобнее. И можно, собственно, смело потом одевать вашему малышу или радовать, скажем так, кому вы готовили этот подарочек. Вот, и я же вам желаю удачи в вывязывании столь замечательного изделия, которое оно просто невероятно мягкое, невероятно такое вот на ощупь, ну просто замечательное, честно говоря, что даже я себе решила с этой пряжи связать маечку, кофточку, еще точно не определилась, как это будет, вот, с дополнением золотой нити, с блестками, так что кому интересно, по ней я тоже выпущу мастер-класс, оставайтесь со мной и вяжите вместе со мной, а я всем желаю удачи, мира, добра и тепла, и всегда пусть у всех исполняются только самые добрые желания, которые принесут вам и вашим близким счастье.